Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я предлагаю сделать тебе вот такую замечательную валентинку для своих любимых и близких. Ну что, начнем. Для работы нам с тобой понадобится 3 вида акварели: алая, кармин и фиолетовая. Я беру вот такой формат, это 1/4 листа А4, и рисую на нем сердечки в хаотичном порядке разного размера. Я делаю, заметь, вот так, что некоторые сердечки находят друг на друга. Это нужно для красивого эффекта акварели. Вот весь лист я заполняю такими сердечками. Делаю очень тоненькие линии, чтобы через акварель не просвечивать линии. Теперь я беру алую акварель и начинаю аккуратненько заливаю полностью наше сердечко алым цветом, разведенным с водичкой. Акварель очень любит много воды. Желательно использовать акварельную бумагу. Если у тебя нет акварельной бумаги, можно на простой бумаге рисовать. Акварельная бумага просто более передает всю красоту акварели. Вот я залила сердечко, равномерненько распределила. Посмотри, как я двигаю кисточкой. Теперь я беру капельку воды и вот так капаю. Впоследствии, когда это сердечко высохнет, будет очень красивый развод. Теперь я перехожу вот к этому сердечку и также делаю фиолетовую заливку. Я сделаю это сердечко комбинированное, наполовину фиолетовое, наполовину вот такой цвет. Он выглядит как розовый, он называется кармин. И вот так я наполовину заливаю этим розовым цветом. Стараюсь рисовать аккуратно, не вылазить за границы. Если я вылезла за границы, то я поправляю потом кисточкой. Делаю остренький уголок. Поправлю вот здесь линию. Вот так оставлю пока это сердечко. Добавлю немножко фиолетового. И приступлю к следующему сердечку. Я рисую для начала все сердечки, которые не пересекаются друг с другом. Затем мы их высушим и будем рисовать все остальные сердечки. Теперь я заливаю это сердечко розовой краской полностью. Распределяю равномерно. Выравниваю там, где мне нужно. И ставлю сюда капельку водички. Вот посмотри, верхнее сердечко начало подсыхать. И то, что мы поставили капельку водички, оно дает красивый развод. Все-таки решила я поправить верхнее сердечко. Не нравится мне форма. Сделаю вот здесь побольше фиолетового. Вот так красиво у меня получилось. Так мне нравится. Выровняю еще с этой стороны. Теперь оно мне нравится. Рисую следующее сердечко. Взяла алую краску и равномерно заливаю. Попробуй потренироваться сначала на отдельной бумажке, на каком-нибудь черновичке, сделать то же самое. И только потом приступай к работе над открыткой. Острым кончиком кисточки выравниваю все линии. Возьму, добавлю по капельке водички вот в это сердечко и в то. Всегда у меня под рукой есть салфетка. Салфеткой я подсушиваю кисточку.
Приступаю к следующему сердечку. Оно у меня будет фиолетовое. Я сделаю его прямо насыщенно фиолетовым. Вот такое прям яркое. Акварель при высыхании становится бледной, поэтому я заранее рассчитываю, какой у меня цвет будет. Она посветлеет. И добавлю снова также капельку водички. Рисуем следующее сердечко. Я нарисую вот это, так как остальные сердечки у меня вверху пересекаются друг с другом. Рисовать я его буду розовой краской кармин. Также равномерно заливаю его полностью. Смотри, как я распределяю кисточкой краску. Там, где ее много, я слегка ее убираю. Верхние сердечки уже начали все подсыхать. Те, которые я нарисовала первые, посмотри, какие они становятся красивые. И также капельку чистой белой воды капну в верхнюю часть. Нарисую вот это сердечко фиолетовым. Также равномерненько распределяю цвет. Нужно взять кисточку с острым кончиком средней толщины. У меня номер 6, кисточка синтетика. Вот так я распределила цвет. Теперь я хочу на этом сердечке взять алую краску и сделать вот такие точечки. Точечки дадут опять же красивый цвет. Вот так хаотично я просто расставляю капельками краску. Возьму теперь алый цвет и нарисую вот здесь сердечко. Так, вот полностью я залила сердечко. И также капну на него капельку воды. Чистой воды. Вначале прополощу кисточку. И вот так пару капель воды. Ну, еще вот здесь добавлю. Так, ну у меня они высохли. Теперь я дам просохнуть полностью этим сердечком. Вот они у меня высохли. И начинаю рисовать те сердечки, которые заходят. Это делаем мы только полностью после того, как у нас просохнет первый слой. Иначе у нас получится размазня. И начинаем заливать следующие оставшиеся у нас сердечки. Они у нас получаются прозрачные, такие как воздушные шарики. Я думаю, твоим близким очень приятно будет получить такую замечательную валентинку, сделанную своими руками. Вот так я нарисовала сердечко, заходя друг на друга на те сердечки, которые уже высохли. Распределяю аккуратно цвет. Теперь я хочу сделать на нем пятнышки фиолетовым цветом. Посмотри, то фиолетовое сердечко, на котором я ставила алые пятнышки, оно замечательно растеклось и красиво высохло. Вот с таким же эффектом у нас будет это сердечко. И чуть-чуть добавлю водички, пятнышко. Приступаю к следующему сердечку. Опять же я его сделаю комбинированным. Сделаю алое с фиолетовым. Острым кончиком выравниваю край
Вот так я залила наше сердечко. Теперь я как следует прополощу кисточку, возьму фиолетовый и сделаю капельки. Хочу вот так на одном бочке больше сделать акцент. Нарисую следующее сердечко, возьму для этого алый цвет. Оно у меня прикрывает сразу два сердечка первого слоя. И равномерненько распределяем, вот так вот гоняем цвет равномерно. Поправляем там, где нужно. Добавлю я вот чистой водички капельки. И хочу добавить еще капельки фиолетового цвета также. Совсем чуть-чуть. Пол капельки добавляем. Тут самое главное также не переборщить, чтобы не смешалось в кашу. Нарисую вот здесь сердечко, оно будет уходить за границы нашего листа. Это дает такой эффект того, что у нас изображение выходит дальше. В этой области нарисую розовое сердечко, также которое будет уходить за границы с другой стороны листа. Посмотри, я держу руку на весу, чтобы не испачкать то, что я уже нарисовала. Так. Капну водички. Нарисую в этой области фиолетовое сердечко. Распределю краску. Вот что у меня получилось. Теперь нарисую вот это сердечко. Его я буду рисовать также розовым цветом кармин. И буду в него вливать немножко фиолетовых капелек. Оно также выходит за границы нашего листа. Не бойся делать, это очень эффектный прием. Здесь я добавлю капельки чистой воды, а вот здесь внизу капельки фиолетовой краски. Сейчас у меня закончились все сердечки, которые я рисовала карандашом, но я вижу, что мне не хватает в некоторых местах, остаются пустоты, поэтому я просто уже без карандаша рисую сердечки сразу краской. Здесь я сделаю алое сердечко. В этой части добавлю также уходящее вниз сердечко. Посмотри, вверху уже сердечки просохли. И вот этот прием дает очень замечательный эффект вытягивания на передний план. То есть те сердечки, которые мы рисовали первые, они ушли на задний план, а те, которые последние, они уходят на передний план. Ну и вот здесь пустоту я заполню так, как будто у меня здесь острый конечек сердечка, а сама верхняя часть, она вверху.
также выходит за границы листа. Ну и нарисую еще одно сердечко вот в этой области, маленькое. Такое вот малюсенькое сердечко. Сердечки нужно рисовать разного размера, чтобы они, опять же, были более гармонично смотрелся, более живой рисунок смотрелся. Равномерненько заполняю сердечко краской. И капну пару фиолетовых точек. Добавляю более насыщенный цвет. Вот такая открытка у меня получилась. Надеюсь, что у тебя тоже все получится. Техника достаточно простая. А вот здесь ты сможешь написать поздравления своим любимым. Ну а на сегодня все. Надеюсь, что у тебя все получится. До новых встреч. Пока-пока.